Привет, часоманы! Сегодня я имею желание поведать вам о тернистом пути некогда бывшего маленького совместного бизнеса двух старых друзей, трансформировавшегося по итогу в один из крупнейших и престижнейших часовых брендов Швейцарии, имя которому Адемар Пиге. На сегодняшний день это семейное предприятие одно из немногих сохранивших свой независимый статус. Производитель часов класса люкс, сборка которых по-прежнему осуществляется вручную, а начало этому положил 1875 год, когда два компетентных в силу своего многолетнего опыта часовых мастера, носившие фамилии Адемар и Пиге, основали собственное дело, рассчитанное на элиту того времени. Адемар занимался непосредственно производством часов, а Пиге доводил до совершенства внешний вид моделей. Все экземпляры изготавливались под заказ с учетом пожеланий заказчика, и поэтому каждый из них был уникален. Бизнес быстро пошел в гору, и уже через несколько лет появилась возможность нанимать первых работников, а вскоре и вовсе произвести реорганизацию компании. Открываются филиалы в Женеве, затем в Берлине, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже, где, к слову, во время прохождения Всемирной выставки, посвященной взятию Бастилии, часовщики довели местную публику до экстаза, презентовав собственного производства карманные модели с усложнениями. Но затем наступила жирная черная полоса. Сначала Первая мировая война серьезно замедлила темпы развития мануфактуры. Без того нелегкое положение усугубляется уходом из жизни основателей компании, благо их место занимают хорошо подготовленные новые лица, которые в послевоенное время с новыми силами приступают к производству. Но тут их настигает новая беда – мировой экономический кризис. Продажи катастрофически падают, и руководство принимает на себя Жак-Луи Адемар, который делает ставку на производство хронографов. Впереди, как вы могли догадаться, испытание Второй мировой войной. Однако компании, прошедшие через все эти перипетии, становились только сильнее. И наш случай – наглядный тому пример. По окончании военного конфликта предприятие крепко встает на ноги, еще больше расширяется и уделяет внимание инновациям. Наибольший резонанс произвело грандиозное для компании и всей часовой публики событие 1972 года. На одной из престижнейших выставок мира в швейцарском Базеле Адемар Пиге решает представить первые элитные спортивные часы. Так произошло знакомство ценителей точной механики с одной из самых популярных моделей марки Royal Oak. Особенность их заключалась в том, что для изготовления корпуса модели впервые была использована нержавеющая сталь. До этого момента никто не рассматривал сталь как материал, который можно поставить в один ряд с такими благородными металлами, как золото и платина. Однако главной фишкой часов был даже не материал, а революционный дизайн, разработанный талантливейшим дизайнером Джеральдом Джента, который до этого участвовал в создании наиболее знаковых моделей для брендов Omega, Patek Philippe, IWC и Cartier. Кроме инновационного восьмиугольного корпуса с винтами и интегрированного браслета, Royal Oak был оснащен калибром 2.1.2.1, одним из самых тонких автоматических механизмов в мире. Все, что было создано этим великим мастером дизайна, выпускается и с успехом продается и в наши дни. Если в 70-е годы прошлого века компания Адемар Пиге производила 5000 моделей ежегодно, то к началу 21 века постоянно растущий спрос на продукцию бренда привел к необходимости расширения производства. Так, в 2009 году открылась новая мануфактура, оборудованная по последнему слову техники из экологически чистых материалов и благоприятными условиями труда для сотрудников. Адемар Пиге является одним из последних производителей швейцарских часов, который не входит ни в один часовой холдинг, держась на вершине индустрии благодаря собственным достижениям и усилиям. Все свои образцы компания собирает вручную, и каждая модель отличается от предыдущей номером и подписью ее автора. Разумеется, все это сказывается и на прайсе. Даже минимальная стоимость часов этого бренда способна вызвать первый в жизни приступ эпилепсии у среднестатистического работяги. В первых строчках самых недорогих моделей будут фигурировать те самые флагманские Royal Oak, выпускаемые
в разных вариантах и на любой вкус. В базовой комплектации они обойдутся в $18 тысяч. За дополнительную функцию в виде хронографа требуется накинуть еще 7 штук, а вот стоимость модели в золоте и вовсе стартует от $50 тысяч. Но если твоя ненасытная душа желает, чтобы 148 багетных ослепительных бриллиантов украсили элитные швейцарские часы из белого 18-каратного золота, будь добр располагать суммой в $1 500 000. И тогда будет тебе счастье иметь часы, которые ты, скорее всего, никогда и не оденешь. На этом и порешали. Если выпуск понравился, я надеюсь, ты знаешь, что делать. А с вами, как всегда, был Watchmaker. Спасибо за просмотр.